Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание головному убору, шапке, головному платку, поговорим о том, что это за такой сильный оберег и как он может нас защитить от негатива. Обязательно досмотрите это видео до конца и знайте, как эту информацию использовать себе во благо. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, еще наши предки знали о том, что с помощью головного убора можно уберечься от злого сглаза. Чем он необычнее и красочнее, тем больше его сила. Еще в детстве мы, наверное, все читали сказку о шапке-невидимке и не задумывались над тем, что, надевая головной убор, сказочный герой обретает оберег, который может спасти его не только физически, то есть от ран, но и энергетически, то есть от сглаза, порчи, потери положительной энергии. Головной платок – это очень стильный женский оберег. В те далекие времена рисунок на платок наносили вручную. Вышивали узоры, которые таили в себе определенный смысл, и платок с такой вышивкой приобретал защитные свойства. Мать вышивала платок для дочери, и он был неотъемлемой частью ее приданого. А перед свадьбой голову невесты мать покрывала платком, тем самым защищая своей энергией дочь. У такого платка была цель, покрывая полностью голову, защищать волосы, которые обладают свойством впитывать в себя положительную либо отрицательную энергетику от зависти и недоброжелательности окружающих. Воздействие негативной энергетики могло принести вред не только самой женщине, но и всей семье. Посему больший вред причинялся женщине, и все здесь очень просто, потому что она являлась хранительницей семейного очага. Однако защищать от негатива могут не только платки, но и шапки, кепки, повязки и так далее. А все, чем можно прикрыть волосы, может стать для вас оберегом, особенно если головной убор будет украшен чем-то либо блестящим. Это может быть и бисер, пайетки, брошь, то есть всем тем, что будет отвлекать внимание недоброжелательных людей. Блестящие предметы способны отражать от себя недобрые и завистливые взгляды, возвращая отрицательную энергию их владельцу вдвойне. Чем ярче и замысловатее ваша шапка, тем больше и чем больше на ней деталей и украшений, тем лучше. Все это привлечет взгляды людей к вам, тем самым обезопасив вас от злого умысла. Из всего этого можно сделать простой вывод. Чем больше всяких деталей на вашей шапке, тем сильнее оберег, потому что взгляды будут прикованы к ним, а негатив, который исходит от человека, самый мощный в период самого первого взгляда и таким образом будет оседать на деталях. Этот совет подходит раскованным людям. А что же делать тем, кто по натуре консерватор? Но и тут, вы знаете, есть выход. Вышите с изнаночной стороны фигуру, стороны которой будут иметь замкнутый контур. Например, это может быть ромб, прямоугольник или другая геометрическая фигура. Если ваш головной убор прост, а вы хотите, чтобы он вас защищал, то, надев его, скажите такие слова: «Головной убор на себя одеваю, к помощи о защите его призываю».
Меня от всего плохого защити, все невзгоды от меня отведи. Мне навредить не разреши. Надев тебя, будет сильная защита у меня. Также помните, что никогда нельзя одалживать свой головной убор, так как это может привести к негативным последствиям. Это может быть и болезни, это могут быть семейные неприятности, неудачи, которые будут преследовать вас на каждом шагу. Носить чужой головной убор также не стоит, так как вы чужую энергетику перекладываете на свою голову и даете ей соприкоснуться с вашими волосами, которые несут в себе вашу энергию. Хорошо, если она положительная, а если вот у человека проблемы, то вы должны понимать, к чему это может привести. Когда вы примеряете шапку в магазине, то вы не задумываетесь над тем, сколько человек померили ее до вас и сколько разной энергетики оставили на ней. Поэтому рекомендуется, купив шапку, замочить ее в солевом растворе на минут 15, а затем, добавив порошка, постирать, хорошо выполоскать и высушить обязательно на солнышке. Если же шапку постирать нельзя, то положите ее на подоконник под солнечные лучи на сутки, а затем стряхните трижды и при этом скажите такие слова: «Шапку потрушу, энергию чужую вытрушу, на свою голову надену, чужую энергетику уберу, своей наделю, защиту сильную для себя обрету». Если вы принимаете шапку в дар, то обратите внимание на того, кто вам ее дарит. Если этот человек жизнелюб, счастлив в семье и финансово благополучен, то принимайте такой подарок с радостью. А если же он удручен, неудачи преследуют его, на мир он смотрит с грустью, негативная энергия преследует его, то, приняв в подарок такую вещь, вы заберете весь этот негатив себе. Поэтому, чтобы этого не допустить, от таких людей лучше не принимайте такие подарки. Если вы не можете отказаться от подарка, то нужно очистить энергетику главного убора, проделав следующее. Положите его на белую салфетку на подоконник, очертите вокруг него круг с солью и скажите такие слова: «Энергетику головного убора солью очищаю, весь негатив с него убираю, круг рисую, негатив в него не пропущу я. Все соль в себя вберет, а мне оберег создает». И пусть этот головной убор так полежит несколько часов. Затем соль смойте под проточной водой, шапку стряхните и можете спокойно ее носить. Покупать шапки женщинам лучше, конечно, это делать в женские дни недели, а мужчинам мужские. В воскресенье можно покупать и тем, и другим. Детские шапочки должны покупать только родители, дабы оградить своего малыша от негативной энергии. Подарок от других людей нужно обязательно постирать в воде с солью и хорошо выполоскать. К головному убору всегда относитесь со всей серьезностью, так как от этого зависит, какая энергетика пристанет к вам. И помните, что после каждого прихода с людных мест стряхивайте, проветривайте, и вам будут не страшны никакие невзгоды в вашей жизни. Обязательно, друзья, уделяйте внимание своим головным уборам. То ли это будет шапка, то ли это будет платок, или это будет шаль, потому что мы все энергетически взаимосвязаны, хотя, возможно, это и не видно на первый взгляд. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. А прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Переходите, смотрите. Много полезной и важной информации. Приятного просмотра!